Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня я решил поговорить, да-да, не удивляйтесь, о ядерной войне. А почему решил? Потому что наши пропагандишки и даже наш президент все чаще сами об этом говорят. Вот, к примеру, один такой говорун. Реально способна превратить США в радиоактивный пепел. А вот что говорит сам президент о нашем ближайшем будущем. Как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. И это не единичные высказывания. Таких высказываний в таком духе в последнее время было довольно много. Мы, как люди простые, не можем влиять на ход событий мировой истории. Мы можем только к ним приспосабливаться. До сего момента я думал, что в ядерной войне выжить невозможно. Но немножко поизучав тему, я изменил свое мнение. Конечно, многое будет зависеть от мощности и количества ядерных зарядов, сброшенных на наши города и села. Надеюсь, что эта война, если она все-таки будет иметь... Для оценки ситуации воспользуемся онлайн-симулятором ядерного взрыва. Он называется NukeMap. Расчет последствий ядерного взрыва проведем для какого-нибудь глубинного города России. У нас ведь канал Випраша, то есть глубокая Россия. Возьмем, например, город Уфа, столица Республики Башкортостан. Крупный промышленный город-миллионник с несколькими нефтеперерабатывающими заводами и крупным авиационным заводом. То есть бомбить его будут в случае ядерной войны 100%. Выбираем город Уфа. Боеголовка Trident D5 Warhead W88. Это бомба 455 килотонн. Самая распространенная видимо, одна из самых распространенных из ядерного запаса США. И нажимаем кнопку «Взорвать» Detonate. Получаем ядерный взрыв на территории города Уфа. Для начала оценим последствия ядерного взрыва, количество убитых и раненых, зона заражения, зона радиоактивных осадков. При условии, что на город сброшена только одна боеголовка, мы получаем убитыми почти 236 тысяч, ранеными почти 400 тысяч человек. На экране слева карта заражения города Уфа. Эту карту последствий ядерного взрыва. Самый центральный желтый кружок – это так называемый ядерный огненный шар. Радиус огненного шара 0,7 километра. Максимальный размер ядерного огненного шара и степень повреждения зависят от высоты детонации бомбы. Если волна от детонации касается Земли, количество радиоактивных осадков значительно увеличивается. Все, что находится внутри огненного шара, моментально испаряется. Минимальная высота взрыва для незначительных осадков составляет 630 метров. Далее вы на карте видите вот такое серое кольцо. Это зона умеренного поражения, радиус, зона умеренного поражения ядерным взрывом. Радиус составляет 5,41 километра, примерно 92 квадратных километра. При избыточном давлении 5 фунтов на квадратный дюйм большинство жилых зданий рушатся, травмы носят универсальный характер у людей, широко распространены смертельные случаи. Вероятность возникновения пожаров в коммерческих и жилых помещениях высока, а поврежденные таким образом здания подвержены высокому риску разрушения от огня. Часто используется в качестве ориентира для среднего ущерба в городах. Максимальная высота взрыва для максимального эффекта составляет 2,4 квадратных метра. Следующая зона, выделенная таким желто-кремовым цветом, на красной стрелочкой обозначен на карте, называется радиус теплового излучения. Он составляет 8,62 километра, примерно
площадью 233 квадратных километра. Так, что нас здесь ожидает? Ожоги третьей степени распространяются на все слои кожи и часто болезненны, поскольку разрушают болевые нервы. Они могут вызывать серьезные рубцы или инвалидность, а также может потребоваться ампутация. Практически стопроцентная вероятность ожогов третьей степени. И последняя зона на карте, выделенная серым цветом, это так называемая зона или радиус незначительного ущерба от ядерного взрыва. Радиус 12,6 километра, примерно площадью 498 квадратных километров. При избыточном давлении около 1 фунта на квадратный дюйм можно ожидать, что стеклянные окна разобьются. Это может вызвать множество травм у окружающего населения, которое подходит к окну, увидев вспышку ядерного взрыва, которая распространяется быстрее, чем ударная волна. Часто используется в качестве ориентира для легкого урона в городах. Оптимальная высота взрыва для максимального эффекта составляет примерно 3 километра. Но это не все последствия от ядерного взрыва бомбы, от взрыва ядерной бомбы над городом Уфа. При наличии какого-либо ветра в какую-либо сторону возникает так называемое радиоактивное заражение местности или радиоактивный след. В северо-восточном направлении от города Уфы и скорости ветра примерно 15 миль в час это радиоактивное облако радиоактивных осадков протянется примерно на 300 километров в сторону Екатеринбурга. Данный калькулятор позволяет рассчитать площадь радиоактивного заражения, протяженность зоны заражения и количество предположительно поглощенной радиации в этих зонах с разбиением на зоны. Думаю, данная диаграмма не требует перевода. Тут указаны зоны в соответствии с цветами, площади и количество поглощенной радиации в радах. Это единица измерения поглощенной радиации. Так, кажется, наше видео немножко подзатянулось. Поэтому на сегодня, наверное, мы закончим и продолжим в следующий раз. Поговорим о поражающих факторах ядерного взрыва и о том, как нам все-таки выжить в ядерной войне. На этом прощаюсь. Всем пока.